Представители знака зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней. Таро на неделю со 2 по 8 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Первая колода поддержки ангелов, патронажа ангелов. Вторая тоже связана с ангелами. Как спроси совет у ангелов. И мы с вами таки спросим совет, и эту карту, последнюю, мы завершим наш расклад. Конечно, при этом мы будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но допустить альтернативный вариант развития событий или задать себе вопрос. Ну хорошо, я что-то распланировал. Ну а если какие-то события врываются в мою жизнь, что я буду делать? Что я буду делать или что я буду предпринимать, если что-то идет не так? Эта сильная позиция будет выражаться именно в том, что вас сложно будет застать врасплох, мои дорогие рыбы и рыбки. Я в инфобоксе, в описании под видео оставлю ссылки, как и на сайте на своем планетарные гороскопы. Так, у меня есть и статьи по психологии. А также оставлю ссылки к плейлистам, именно к видео на канале YouTube. Переходите, читайте, выбирайте, что вам интересно. Я думаю, информация для вас будет чем-то полезной. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но мы идем вперед. Что важно знать? Первая карта для вас, рыбы и рыбки. Чего не избежать или неожиданности? Возможное. Чему сейчас не время? Какие энергии могут помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни на неделю со 2 по 8. Дела, работа, бизнес, учеба, документы, согласования, контракты. Короче, рационализм и логика. Финансовая какая-то стратегия, тактика ваша, как видят карты. И личная жизнь. И на оракуле достанем сразу карту. Совет для рыб и рыбок на неделю со 2 по 8. Что же будет важно? Что-то отпустить. Как прежний жизненный этап или какая-то история. Она закончилась. Финиш, финал, по сути дела. И это карта трансформации, мои дорогие. И карта свободы. Именно свободы. Освобождение от какой-то привязанности, может быть, от каких-то условностей. Это когда вам самим на душе будет легче. И у нас ангел держит птицу Феникс на руке. Вот у вас какое-то возрождение, вы как птица Феникс. И это то, что важно знать. Буквально какая-то есть история, которую она должна была закончиться, завершиться. Может быть, какой-то сложный путь вам нужно было пройти. Но вот теперь не оглядывайся назад. Птица Феникс возрождается буквально по преданию из пепла. Поэтому что-то завершилось, но буквально в ноль какой-то. И дальше уже не может быть продолжено. И вам отсюда только вперед. К свободе, к освобождению, к каким-то новым вершинам, к новым возможностям, к новому счастью, может быть и так. У каждого в своей сфере жизни это будет проигрываться. Я так переложите на свою жизнь, я так думаю, вы прочувствуете, где наиболее, в какой сфере области жизни вот подобные энергии проигрываются, что нужно оставить, что не служит вашему прогрессу, что вас не зовет словно вперед, или, может быть, надоело вам до зубного скрежета, мои дорогие рыбы и рыбки. Вот что-то нужно оставить, как будто финиш, нет продолжения. Неожиданности. И вот они, новые возможности. И карта говорит, будь готов, как и к новым возможностям, так и к неожиданностям. Рыцарь жезлов или рыцарь огня в этой колоде карт. И нам говорят, у тебя получится какой-то проект, если ты действительно в это веришь. Вдохновиться чем-то по этой карте замечательно. Вообще какой-то драйв у вас входит в вашу жизнь буквально. И это мы сами этот драйв где-то инициируем, потому что какой-то застой надоел. Или какая-то история прежняя, заскорузлая, уже тоже набила оскомину. По этой карте к вам может приехать человек. Или вы можете куда-то поехать.
Ваш период жизни может быть связан как раз с большим перемещением на этой неделе или с какими-то новыми информацией, новостями, какими-то событиями. Вам придется это как-то, обдумывать, анализировать. Короче говоря, интересная неделя. И поэтому быть готовым как к возможностям и неожиданностям определенно стоит. Чему сейчас не время? Ставить все под сомнение. Или анализировать все, устроить себе какую-нибудь, может быть, да, даже с каких-то начальных позиций, когда я хочу разобраться в этом деле. Оставьте все разборки, потому что начнете разбираться в одном, неизбежно соскользнете на эмоции, где-то углубитесь, создадите себе как раз эту глубокую философию на мелком месте, и этому не время. Не время вот где-то быть жестким, непримиримым, наоборот, более лояльным, более где-то восприимчивым к каким-то переменным новшествам, контактам с новыми людьми. Не закрываться, не обособляться. Вот этому сейчас точно не время. Что же помогает? Вы, как ни странно, это карта информационного хаоса, и он вам помогает. Это вот все то, что я перечисляла по рыцарю огня. Сам по себе огонь, пятерка огня. Есть такой момент, когда вы слышите много каких-то новостей, и вам придется где-то анализировать или жить в этом ускоренном темпе в эту неделю. Анализировать придется вот то, что как информация к вам приходит, потому что может прийти и что-то полезное, может прийти буквально какой-то фейк. Поэтому перепроверяйте как будто, но не отказывайтесь, не закрывайтесь. По этой карте нам еще и говорят, имея в виду, что ты людей как будто не знаешь. Тебе люди, может быть, это какая-то новая общность, может быть, вы на этой неделе будете среди как нового коллектива или люди незнакомые, и ты пока не делай выводов. И те, которые красиво говорят или тебе что-то обещают утром, они о тебе могут забыть вечером. Вот это тоже примите к сведению, поэтому надеемся сами на себя. Но это не значит, что мы должны огородиться. Нет, вот есть такой человек, да и ладно. Нам со всеми как будто нужно какой-то контакт установить. И при этом будьте магами и волшебниками, чтобы, где-то прочувствовать собеседника. Ведь у вас такие замечательные качества, мои дорогие, как интуиция. Или именно рыбы и рыбки. И вот для кого-то это можно, как, кстати, как совет. Те из вас, кому интересна психология, и если же есть желание, а вы раздумываете, углубиться как раз в изучение психологии, начиная с конца 2024 года и на последующий период 25-26, вы можете очень больших высот добиться по части психологии и стать более чем востребованным специалистом. Психология – это ваша стезя. Я не говорю для всех, но это то присущее вашему знаку зодиака, когда вы умеете прочувствовать собеседника и не ставить какой-то шаблон над ним. И не все таким качеством обладают. Поэтому где-то и вот пятерка, если мы говорим огня, воспринимайте людей, какие они есть. Это не значит, что вы со всеми должны соглашаться или верить всем на слово, но просто посмотреть на человека как, на определенную персону или на какую-то интересную личность. Где-то себе задать вопрос, а что тебя ждать дальше? Вот это все то, что вам будет помогать. Что скрыто? Весь мир скрыт пока. Может быть, весь мир у ваших ног. Я говорю эту фразу. И это не значит, что буквально мир к вам идет. Нет. Это огромные возможности. Реализация ваша. И вот, кстати, продумайте по психологии. Но у кого-то ведь это могут быть IT-технологии. У кого-то это может быть изучение языков. У кого-то это последующий переезд. Это вообще какие-то, как мир открывает перед вами пространство, кругозор, горизонты. По этой карте нет ничего невозможного. Это карта праздника и реализации новых соглашений, новых составлений, может быть, бумаг. И кто-то буквально визу пойдет оформлять для того, чтобы поехать куда-то или переехать, или будет рассматривать обучение в другой стране мира. Такое тоже могу предположить. И тогда вы это будете скрывать. И даже карта вам скажет, да, скрывай свои планы. Не будь открытой книгой, чтобы тебя не могли прочитать. Но ты как раз прочитать должен всех.
Ты не должен повторить какую-то прежнюю ошибку или какой-то опыт. Ну, какую-то себе стратегию, тактику на будущее вы можете на этой неделе заложить. И причем так, что как готовность ваша корректировать постоянно эти планы в зависимости от обстановки. Потому что что-то важное у вас может быть как ваше решение или как ваша мечта, которую вы захотите воплотить в жизнь. И просто последовательные действия в конечном итоге и дадут вам получить желаемое. Нет ничего невозможного. Чего бы дело ни касалось. Дела, работа, бизнес. Ну, самое главное – не впасть в какую-то апатию или не начать тут что-то анализировать и настолько углубиться, что найти там какие-то подводные рифы или то, что, ну, может вас где-то расстроить или оглядываться назад, вспоминая какой-то прежний опыт. Может быть, даже и есть о чем сожалеть, но теперь это уже не имеет никакого значения. Тут самое главное – увидеть возможность. Не создавать для себя препятствий, мои дорогие, говоря себе фразу «у меня не получится». Быть открытым миру, дважды говорят, тебе буквально информационный хаос помогает. Поэтому анализируйте, смотрите, не сожалейте о той ситуации, которая не случилась, не получилось что-то. Вот в какой-то этап вашей жизни прежний осуществить, у вас совершенно новое качество буквально стоит на пороге этой недели. Что-то нужно начинать, а не оглядываться назад. Финансы. И еще раз нам говорят, это карта будущего, карта перехода, карта буквально переходного значения порога. Когда мы останавливаемся на этом пороге на момент, не для того, чтобы устроить себе самокопание, не для того, чтобы реанимировать какую-то прежнюю историю, а для того, чтобы проанализировать, все ли я взял с собой в будущее, что мне может пригодиться, построить какую-то новую стратегию, какой-то новый план, может быть, обучение для себя какое-то новое, ну, элементы, которые вас может как наука заинтересовать, или направление в деятельности, да все что угодно. Изучение разных языков, мои дорогие, и для вас это все расширяет горизонты, расширяйте свои горизонты буквально. И в то же время у кого-то это может быть, опять же, переезд. И что нам говорит карта? Будь объективным, но и расширь вот этот самый видимый горизонт. Не зацикливайся в каком-то одном месте. Для вас очень будет важно видеть свои перспективы. И это важно на финансы именно. Значит, добавив себе как нового направления, может быть, как скилл, да, пусть это будет касаться, предположим, какой-то специальности или способов заработка через интернет. Значит, вы это сможете развить и в последующем получить деньги. Чем больше ты направлений каких-то для себя предположишь, а потом, может быть, начнешь каждое исследовать, тем в конечном итоге будет больше твои финансы. Вот такие интересные карты, которые вас, мои дорогие рыбы и рыбки, направляют в будущее. Вообще это карта якоря, поэтому если мы на деньги, то деньги у вас на этой неделе точно есть и будут. Точно есть и будут, посмотрите. Но какой-то план или проект, или ваша какая-то задумка, она не должна быть оставлена без внимания, потому что девятка Земли – это карта успеха, это карта процветания, это карта изобилия, получения денег, это карта каких-то очень важных свершений, пусть это на личную жизнь, но у кого-то это могут быть касаться вопросы не только про любовь, хотя да, у кого-то в вашей семье, может быть, вот что-то меняется по части финансов и новые возможности открываются, но это больше карта нам именно говорит о том, что это ваша самодостаточность, и это тоже личная жизнь, но это то, что приходит через сферу обучения, работы, денег. Поэтому тут все взаимосвязано. Вы на пороге, вот как эта птица Феникс, новых дел, свершений. Понятно, первый шаг нужно сделать. Вот, наверное, как этот молодой человек, быть готовым к возможностям и неожиданностям. Он взял один жезл и просто бежит вперед. Вот для вас какой-то драйв подобный, мои дорогие рыбы и рыбки. Совет. У кого-то может быть и новое знакомство. Для тех, кто один или одна, тут вообще может быть какое-то судьбоносное знакомство. Я, откровенно говоря, не помню гороскоп точно. Перейдите, почитайте на моем сайте. У меня там два. Один до конца года, именно планетарный, второй на сентябрь для вашего знака зодиака.
И если мне память не изменяет, может быть и правда, планетарно у вас там тоже. Как бы звезды предполагают, что какой-то новый человек вас может заинтересовать. А тут нам говорят история любви. Вот так. У кого-то и в личной жизни. Но если в личной жизни, тогда для кого-то может быть такой человек, который с вами на одной волне. Какая-то не просто может быть страсть, а это может быть еще и какое-то общее дело. Или продолжительная дружба, потому что девятка Земли– это то, что надежно. И если вы кому-то надумаете открыть свою душу или сердце, то только тем людям, которые действительно надежные, которые не находятся в каком-то информационном хаосе или их как будто штормит. Сегодня думают одно, а завтра они уже думают другое. Но это так, это уже совет, исходя из всех карт. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.